Во-первых, хочу сказать, что я не курю. Во-вторых, я не рекомендую курение. В этом видео я хочу рассказать об одном явлении, связанном со слишком внезапным отказом от курения. Я настоятельно рекомендую бросить курить, но сделать это нужно правильно. Я наблюдал за многими, очень многими людьми, хроническими курильщиками. Если они бросали курить внезапно, то набирали вес в районе живота из-за гормонов надпочечников. И у них начинались проблемы с сердцем, давлением, ухудшалось здоровье. У многих людей этой проблемы нет, но я наблюдал ее у множества людей. У них такие проблемы были, и это было связано с никотином. Давайте поговорим о никотине. Никотин стимулирует выработку определенных веществ, нейротрансмиттеров. Что такое нейротрансмиттер? Это вещество, подобное гормону. Оно перемещается по нервной системе. А гормоны — это вещества, которые переносятся кровью. Так вот, никотин стимулирует выработку нейротрансмиттеров, а нейротрансмиттеры стимулируют работу надпочечников и других наших органов. Поговорим о надпочечниках. Со временем хронические курильщики, потребляющие много никотина, стимулируют надпочечники так сильно, что могут расслабиться только во время курения, потому что никотин раскрывает, расширяет коронарные артерии вокруг сердца. Это главные артерии, расположенные вокруг сердца. И в итоге вы чувствуете себя расслабленно, когда курите. Немного странно, да? Еще курение расслабляет бронхиолы. Поэтому, когда вы вдыхаете дым, из-за никотина вам кажется, что дышать легче. Дело не в дыме, а в том, что никотин раскрывает бронхиолы. Сначала это так, но с течением времени эффект становится слабее. И вам нужно все больше никотина, чтобы испытать этот эффект. Обычно люди курят, чтобы снизить стресс. Это их успокаивает. Дело просто в том, что никотин манипулирует выработкой веществ в организме и дает вам иллюзию того, что стресс уходит, а на самом деле стресс нарастает. Никотин лишь увеличивает приток крови к сердцу и раскрывает легкие, создавая при этом массу проблем для организма. Никотин со временем приводит вот к чему. Рецепторы в надпочечниках, реагирующие на него, а также рецепторы в головном мозге и других частях тела, постепенно теряют чувствительность к нему, начинают сопротивляться. Это как с сахаром. Когда вы едите много сахара, рецепторы к сахару, точнее к инсулину, утрачивают чувствительность. Это инсулинорезистентность, это диабет второго типа. Его причина в избытке сахара. Также и с избытком никотина. Ваш организм пытается адаптироваться и отторгает никотин. Тело пытается в какой-то степени не поглощать никотин, поэтому рецепторы теряют чувствительность к нему. Они его не пропускают. В результате надпочечники, железы, реагирующие на стресс, впадают в такую зависимость от никотина, что если вы внезапно бросите курить, то из-за ослабления чувствительности рецепторов у вас резко снизится количество нейротрансмиттеров. Их будет совсем мало из-за зависимости. Представьте ребенка, который страшно зависит от родителей. Они все делают за него, но вот ему стукнуло 20, и его выставляют из дома. Ему не выжить, он ничего не умеет. Я это к тому, что никотин вызывает у надпочечников зависимость. Вы бросаете курить, надпочечники отказывают, и это сильно подрывает здоровье. Я советую бросить курить, но сделать это нужно правильно. Как же это сделать? Во-первых, прямо перед тем, как бросить, и в процессе отказа от курения, и после того, как вы бросили, вам нужна замена веществам, из которых состоят нейротрансмиттеры. В частности, фенилаланин. Его можно купить в магазине здорового питания. Фенилаланин, тирозин, диоксифенилаланин. Вы можете купить 3 эти аминокислоты. Они помогут вам создать нужный резерв, чтобы вы смогли постепенно отказаться от курения, не вызвав у себя серьезных проблем с надпочечниками и лишним весом. Витамины группы В очень важны, потому что это прекурсоры для нейротрансмиттеров. Итак, я рекомендую получать витамины группы В из пищевых дрожжей, а не из синтетических витаминов. Вот как нужно действовать. Подведу итог. Допустим, вы спрашиваете человека, когда он начал набирать вес. Часто вы слышите в ответ: «Ну, когда я бросил курить». Да, может, человек стал больше есть, но чаще это связано с надпочечниками, которые не могут оправиться от многолетней никотиновой зависимости.
Надеюсь, это было полезно. До новых встреч!